Пришло время для новой кампании, и ты хочешь создать самого классного персонажа на свете, тогда тебе по адресу, устраивайся поудобнее и готовься погрузиться с головой в прошлое своего персонажа, потому что сейчас мы будем говорить о предысториях. Всем привет, мои дорогие лисята, меня зовут Шуша, и уже несколько лет я вожу ДНД и другие настольно-ролевые игры, и в моих руках побывал не один десяток предысторий. И хотя мне редко удается вписаться в кампанию, я в этих вещах что-то шарю. Обычно предыстория — это то, чем мастер занимает вибрирующих от ожидания игроков, пока он сам допиливает стартовый город и стратегически раскидывает 48 хоб-гоблинов по карте. Но для нас предыстория — это возможность получше узнать своего персонажа и сделать так, чтобы вы могли с головой погрузиться в него, а мастер потом мог добавить в кампанию элементов из вашего прошлого. В общем, все будут выигрыши. И в моих глазах предыстория должна начинаться с кампании, в которую вы играете. И поэтому с этого мы и начнем сегодняшнее видео. Настольные ролевые игры подходят для самых разных жанров и настроений, и история персонажа, которого вы возьмете для игры в Проклятие Страда, скорее всего будет очень сильно отличаться от истории того, кто отправился доблестно основывать баронство в украденных землях. Так, когда я недавно начал играть в кампании под названием Пограничье, это была кампания в весьма темном, суровом, мрачном фэнтези. Там большую роль играет религия, местный ворлдбилдинг, который полностью меняет то, как устроены различные расы, и из-за этого очень сильно меняет отношения между ними. Именно поэтому мой персонаж, которого зовут Айки, является религиозным книгачеем и имеет очень сложные отношения с представителями нечеловеческих рас. Да, расизм. Иными словами, когда вы знаете темы кампании, вы можете своим персонажем эти темы затронуть. Не обязательно настолько прямолинейный в лоб, как в примере выше, впрочем, плюс, возможно, ваш персонаж вообще совершенно о другом. Я понимаю, что многие любят придумывать уйму персонажей в стол, а потом искать, куда их построить. Ребята, я скажу честно, вы имеете полное право так делать. Никто вас осуждать тут не будет. Но даже в этом случае вам стоит подумать о том, чтобы ваш персонаж подходил под запланированную игру. Грубо говоря, когда начинается новая кампания, вы должны посмотреть на свой колоссальный ростер персонажей, как, не знаю, на колоду карт из Мэджика, и подумать, какой из них подойдет сюда лучше всего. И, возможно, его стоит немножечко подправить в процессе. Дальше правила игры. Говоря про конкретную игру, мастер у нее тоже конкретный. И это второй важный момент. Все ведущие являются коллегами по цеху, все ведут примерно одни и те же системы, но у каждого свой уникальный подход, у каждого свой набор тараканов, свой взгляд на некоторые вещи. И поэтому вам стоит поговорить с мастером и узнать, какая длина предыстории, насколько подробно ее стоит писать, насколько релевантна вообще будет предыстория к тому, что будет происходить за столом. И здесь на самом деле речь во многом о предпочтениях ведущего, ну и о том, какого типа будет игра. Кто-то любит краткие предыстории, чтобы сделать максимальный упор на том, что будет происходить за столом. То есть, грубо говоря, важно не то, кем ваш персонаж был, а важно то, кем он станет в ходе приключения. Ну а другие, вроде вашего покорного слуги, они любят подробные предыстории, потому что они обычно имеют множество зацепок, которые потом можно использовать. Игроки фактически сами подают мне амуницию, чтобы использовать против них, и это восхитительно. Аналогично, от конкретной кампании может зависеть, насколько велики шансы, что всплывут вещи из предыстории игроков. Это больше для полноты видео, для полноты обзора происходящего, потому что мое личное мнение таково. Какой бы кампания ни была, длинной, короткой, независимо от жанра, это чуть ли не священный долг мастера сделать так, чтобы происхождение персонажа аукнулось им так или иначе. Хотя бы немного, хотя бы в каких-то аспектах. Потому что личные квесты и персонализация кампании под конкретных героев, в моем понимании, это чертовски важная часть сценарии. Это... Для меня это большая часть смысла, почему мы этим занимаемся. Каждая группа, которая пойдет, допустим, сражаться со Страдом, она сделает это совершенно по-своему. И поэтому это хобби такое клевое. И что касается личных квестов, это ролик, который я собираюсь сделать в будущем, так что, если вам интересно, оставайтесь тут. Единственным, если можно так сказать, исключением являются ваншоты и короткие приключения на 2-3 игры. Там, естественно, у вас просто может не быть времени на включение элементов, связанных с прошлым игроков. Или, например, если вы вводите это как ваншот на каком-нибудь фестивале, или вы просто хотите протестировать систему, как, например, со стартовой коробкой Pathfinder, у вас может не быть времени на это, у вас другие цели в этот раз. Но даже в таком случае мастер может вставить пару кивков в сторону предыстории персонажей, ну, где-нибудь в завязке приключения. Например, вы являетесь членом вот этого ордена, и вот этот орден послал вас в город, где происходит ваншот. Ну, что-нибудь такое, совсем простенько. Но, кстати, насчет того, почему. Давайте поговорим о... Вот мы и добрались до самой вкусной части этого видео. Важнейшая часть вашей предыстории — это цели и мотивации вашего героя.
альфа и омега. И то, какие они, на порядок важнее, чем длина вашей предыстории или то, насколько красив у вас слог, насколько хорошо вы умеете писать прозу. Насчет качества текста, на самом деле, я рекомендую не переживать совершенно. Ваша главная цель — это сообщить нужную информацию мастеру, а не написать фанфик про своего героя или героиню. В конце концов, вы можете даже предоставить просто список из пунктов, тезисный. Родился здесь, воспитан этим, обучался этому, потом произошло вот это, и поэтому отправился в приключения, чтобы сделать это и это. И все, вы восхитительны. Это будет просто 7 пунктов. Может быть 8, я не считал. Но возвращаясь к теме, цели и мотивации поверхностно очень похожи друг на друга, поэтому многие в обсуждениях часто путают. Но между ними есть критическая разница. Цель — это точка, к которой вы стремитесь. Когда вы ее выполните, часть истории, или может быть вся история вашего персонажа, она будет окончена. Это может быть поиск какого-то артефакта, обретение каких-то сил, спасение родных, месть врагам, достижение какого-то звания или еще что-то. Возьмите любого героя с книги, фильма или игры, и вы быстро увидите, в чем их цель. Мотивация же — это вектор, который направляет вашего персонажа в сторону цели обычно. Собственно, поэтому мотивация может объяснять, почему вы преследуете свою цель. Например, целью вашего персонажа, допустим, колдуна, но не обязательно, может быть выслужиться перед своим покровителем. Вот я должен добыть этот артефакт, потому что Ктулху, дарующий мне мои мистические бласты, хочет, чтобы я это сделал. Но один персонаж может сделать это, потому что покровитель имеет в плену его родственника, и персонаж хочет его освободить таким образом, а другой может быть заинтересован просто в силе и власти, потому что чем больше ты слушаешь своему покровителю, тем более понтовые штуки ты получаешь, поднимаясь по фэнтезийной карьерной лестнице. В конце концов, кто-то может приходить в фэнтези за этим. Чтобы было совсем круто, вместо одной мотивации, одной цели вы можете сделать следующее. Дайте персонажу то, что он думает, он хочет. И отдельно дайте то, что ему на самом деле необходимо. Может быть, персонаж, который мечтает стать величайшим бардом на побережье мечей, просто хочет, чтобы были те, кто слушает его истории. Это не обязательно должна быть огромная аудитория, может быть, ему хватит. Ну, вот тех 4 людей, с которыми он отправился в приключения. Другой, весьма классический пример, это персонаж, который одержим местью. Его вся суть — это быть оружием, которое поразит одного того человека, что сломал ему жизнь, и все. Но что на самом деле ему нужно, это найти то, за что он снова готов бороться. Это очень классическая история, вы видели ее, скорее всего, где-то 50 раз. И на самом деле, это далеко не единственная цель для персонажа, как вы понимаете. Потому что цели вашего героя могут очень сильно разниться в масштабе и времени, которое они займут. Одно дело — убить какое-нибудь страшное чудовище и проявить себя, а другое — основать собственную гильдию, познать секреты запретной магии, или, например, если ваш персонаж какой-нибудь изгнанный, благородный, то вернуться в родной дом, отомстить всем и стать его главой. Поэтому вашему персонажу стоит иметь хотя бы 2 цели. Одну поменьше, другую побольше. Можно еще совсем маленькую жесть, но это на ваш вкус. Это как поперчить что-нибудь. Такие разные цели дают персонажу возможность добиться чего-то в первой партии, первую арку, например, вашей кампании, как-то развиться, измениться, но не закончит его историю сразу. И это будет в некотором смысле совпадать с развитием кампании, потому что обычно в случаях D&D и таких более традиционных кампаний масштаб растет со временем. Вы начинаете с проблем какой-нибудь маленькой локальной деревни, а потом переходите на уровни королевств, целых континентов, ну а там, если получится, и миров. Помимо этого, если у вас будет только одна глобальная далекая цель, вот как, например, я сказал, если вы хотите познать секреты суперзапретной магии, которая будет доступна персонажу уровня так 15-го, то вас может начать фрустрировать то, что у вас долгое время не происходит ничего интересного. То есть, возможно, вы получаете какие-то крупицы, да, но разительного развития ситуации не происходит. Возможно, это был не лучший пример, но давайте другой. Например, вы хотите найти убийцу своего отца, и представьте, что вы находите его спустя 40 партий игры. Это будет офигенной кульминацией. Вся вот эта желчь, все ваше ожидание, все ваше напряжение выплеснется в этот момент, и вы будете счастливы. Но до этих 40 партий нужно еще дожить. Так вы можете провести аналогию с едой. Вам нужен большой сытный ужин, но в предшествующие часы вам пригодится перекус другой. И к слову о перекусах. В
ходе игры у персонажа вполне могут появиться новые цели, у него могут появиться новые враги, новые союзники, ради которых стоит бороться. Что, если персонаж-алхимик узнает о затерянном где-то рецепте редкого зелья, которое может излечить любую болезнь? Проблема будет только в том, что... Иными словами, персонажу нужен конфликт. Последнее связующее звено в цепочке, формирующей историю вашего персонажа. Цель, мотивация, конфликт. На самом деле, все это просто основы сторителлинга, связанные с персонажами. Как мне говорили в одном из комментариев, это просто базовая база. Но что поделать? Настольные ролевые игры — это очень забавный медиум, где вы с одной стороны просто играете в игру, кидаете дайсы, вживаетесь в роль, критуете с майтами, очаровываете драконов и так далее, но в то же время в процессе этого вы можете задействовать колоссальный арсенал творческих приемов. Так что это очень полезное хобби, как ни крути. Так вот, конфликт — это некоторая борьба, когда хочется, но не может, или колется, или все сразу. В любом случае, между вами и вашей целью что-то стоит, и именно в ходе кампании вы с этим препятствием будете разбираться. Конфликтов традиционно бывает два типа. Это внутренний и внешний. Самый обычный пример внутреннего конфликта — это когда ваши принципы мешают вам получить то, что нужно. Это классический конфликт для какого-нибудь персонажа Плута, который с одной стороны привык воровать и решать таким образом все свои проблемы, но с другой стороны, возможно, у него остались где-то зачатки совести, и в какой-то момент они начинают мешать. Другой пример — это какой-нибудь очень строгий к себе персонаж, паладин или жрец, например. У него может быть конфликт между выученными догматами и стремлением быть просто-напросто, счастливым. Конфликт внешний — это когда вашему персонажу активно мешает кто-то или что-то другое. Например, Брайс Штиля очень хочет вернуться к себе на родину, но она не может это сделать, пока там бушует война, подпитываемая культом. Возвращаясь к моему раннему пункту про важность кампании для предыстории, сейчас вы можете видеть, почему персонажа стоит делать под конкретное приключение. Потому что тогда у вас есть целый мир вещей, которые могут служить для вашего героя целью, мотивацией или источником конфликта. И говоря про мир и вашего персонажа в нем, нам нужно обсудить еще один важный момент. Поэтому подумайте, какой след мог оставить за собой ваш персонаж до начала кампании? Ведь, общо говоря, большинство игровых персонажей в настольно-ролевых играх будет от 20 до 40 лет. Да, кто-то может играть за детей, да, есть долгоживущие расы, которые, впрочем, обычно такого же возраста, если вы пересчитываете с условного эльфийского времени на человеческое, но это уже мелочи. Соответственно, за это время у персонажа могут появиться друзья, враги, соперники, наставники, и велика вероятность, что кто-то из них может появиться во время кампании. Например, Шелену из, опять-таки, Штиля, моей ДНДшной кампании, вырастил старый друид. И хотя тот к началу кампании скончался, это было, собственно, моментом, который заставил Шелену покинуть родной дом, остались другие члены его друидского круга, и Шелена с ним периодически пересекается. Каждый из них выступает ментором, дает какой-то маленький урок, просит что-то сделать и так далее. Иными словами, практически говоря, вам стоит указать хотя бы парочку людей из прошлого вашего персонажа. Имя, роль, краткое описание, может быть то, как ваш персонаж относится к ним или наоборот, и тогда мастер сможет воспользоваться ими во время кампании, просто взять и пуп, уронить в нужное место. И я уверяю вас, вам это понравится. Продолжая тему того, что ваш персонаж реальная личность, подумайте о том еще, какие у него могут быть сильные и слабые стороны. Очень простой способ придумать какой-то изъян персонажу — это посмотреть на его характеристики. В случае ДНД и, соответственно, близких к нему игр, у вас есть шанс иметь отрицательный стат. Например, -1 к харизме или -1 к силе. Собственно, персонаж с низкой харизмой, он не обязательно должен быть прям вот физически отталкивающим уродом. Он может быть душнилой, или он может быть суперстеснительным. Он может ронять слова, забывать что-то. Он может фактически вести себя, как я, когда я пытаюсь что-то записать, и мне приходится раз за разом переначинать запись, чтобы... Но это уже личное. Пойдемте дальше. Низкая мудрость для персонажа может быть рассеянностью. Черт, это тоже личное. Ладно, давайте о хорошем. Сильная сторона может быть вашей визитной карточкой. Ваш герой или героиня могут гордиться своими познаниями в магии, умением вскрывать замки. Не могут считать себя экспертом в плане истории, например, или сведений о природе. Может быть, ваш следопыт очень гордится тем, что он знает все тропы, и может легко определить, кто, где, сколько проходило, какие животные здесь обитают, какие, например, растения тут растут.
Но это также может быть совершенно не связано с вашим классом или расой. Никто не остановит вас, если сильной стороной вашего героя будет вязание крючком, писание текстов или просто готовка. В конце концов, в ДНД под это целая черта есть. И, скорее всего, сейчас вы уже закончили прописывать своего персонажа. Вы же делаете это прямо сейчас, да? Да, правда? У вас в руках, я уверен, уже одна из самых лучших предысторий в мире, но есть еще кое-что, что может сделать ее еще лучше. Когда вы по большей части закончили продумывать прошлое вашего персонажа, попробуйте обратиться к другим игрокам. Если ваш персонаж будет знаком с кем-то в группе до начала кампании, это сделает вашу группу прочнее, а также на порядок упростит процесс притирки персонажей к группе друг к другу, потому что обычно именно по этой причине первые несколько партий любой кампании ощущаются особенно напряженными и неловкими, потому что внезапно 5 или 6 незнакомцев, оказавшиеся в одном месте, должны сотрудничать и забыть о том, что они фактически отдельные личности. Я имею в виду, когда вы оказываетесь в Макдональдсе, и там внезапно прорывает трубу, вы же не остаетесь там с 5 другими людьми помогать разобраться с этим, и дальше вместе, вместо того, чтобы разойтись по домам, отправляйтесь в приключения на другой конец света. Нет. Вы, возможно, помогаете, после чего говорите: ладно, мне пора домой, всем пока. Но в таком случае не будет игры, если бы это было ДНД. Продолжая эту мысль, зачастую бывает так, что у двух игроков в предыстории есть элементы, которые могут соединиться как две детальки от пазла. Например, если у вашего персонажа пропал друг, какой-нибудь соратник, товарищ, а у другого персонажа пропала его сестра, заключившая сделку с дьяволом и испарившаяся в облаке серы, может быть, это один и тот же человек, а? И сразу же у ваших персонажей есть что-то, что сблизит их друг с другом. Оказывается, что их жизнь во многом связана с одним и тем же человеком. И это способ сразу же упрочнить их связи. Или, возможно, отслеживание этого одного человека — это то, что привело их вместе друг к другу задолго до начала кампании. И в начале кампании у вас уже есть такая диада, не побоюсь этого слова. В некоторых играх такое делается на нулевой сессии или просто перед началом кампании. Иногда это делает сам ДМ, иногда игроки. И если вам очень нравится эта идея, предложите вашему мастеру собраться вместе и пораскидать мозгами, как персонажи могут быть связаны друг с другом до начала кампании, потому что этим вы окажете всей группе огромную услугу. И говоря о других персонажах, подумайте о том, почему вашему персонажу нужно путешествовать в группе. Многие медиа посвящены одному герою, многие книги, фильмы, аниме, и это удобно, потому что у вас одна и та же точка зрения, вы к ней привыкаете, и в некотором смысле вы сживаетесь с героем. Помимо этого, есть троп одинокого волка, и о нем не слышал только тот, кто всю жизнь живет в лесу. Прям как одинокий волк. Поэтому стоит стараться избегать этого. Условно хороший персонаж может верить в силу дружбы и считать, что с любой проблемой вы можете справиться вместе. Главное, собственно, не переставать верить друг в друга. Или что там обычно говорят в таких ситуациях. Кто-то более прагматичный может осознавать, что один в поле не воин, да и в пути гораздо проще, когда вас 5. Вы можете как-то разделить обязанности, там, нести дозор друг за другом ночью. И в целом, если кого-то ранят, то о нем могут позаботиться другие. В общем, сплошные плюсы. И некоторые, скажем так, более эгоистичные, может быть, немножко злые персонажи, они могут смотреть на других и считать, что вы, кстати, полезные, я вами воспользуюсь, ну а потом пойду по своим делам. Но обычно либо эти дела тянутся всю кампанию, либо в процессе этот персонаж понимает, что, черт возьми, а я вообще-то теперь потеплял к этим ребятам. Оказывается, я все это время думал, что я ими пользуюсь, а я начал о них переживать. Один из моих любимых топов на свете. И если ваш персонаж занял свое место в мире, в компании, в группе, как мы сейчас обсудили, то на самом деле самое время остановиться. По одной простой причине. Наличие белых пятен в предыстории вашего героя позволит подогнать его под компанию, происходящие там события. Это придаст ему гибкости. Потому что аналогично тому, как мастеру трудно сказать, как пойдет то, что он написал, игрок не всегда может быть уверен, что он будет отыгрывать персонажа так, как он запланировал. Это также зеркалит мой совет про придумывание игровых миров, с чем связано вот это видео. Если в вашем мире остаются белые пятна, вы сможете продолжать исследовать их в ходе кампании. И, на мой взгляд, это часть веселья от игры. Это ощущение неизвестного. Ощущение того, как ты прямо на месте вместе с друзьями узнаешь что-то новое о своем мире или в данном случае о своем персонаже.
У вашего персонажа могут вылезти внезапная любовь или ненависть к некоторым вещам. Возможно, ваша родная деревня окажется как раз недалеко от важного для сюжета города. Или, если ваш персонаж был наемником, то не стремитесь прописывать весь его карьерный путь, где с кем он сражался и служил, потому что возможно, что когда в компании всплывет какой-нибудь вооруженный конфликт гильдии или торговых домов, или даже целых государств, вы можете вставить свои 5 копеек и сказать, что ваш персонаж на самом деле, он раньше был нанят сражаться за одну из этих сторон. И хотя такие маневры, естественно, требуют согласия ДМа, это может сделать игру гораздо лучше, это может сразу придать очень сильный личный аспект происходящему. И да, эти вещи иногда делает ДМ сам заранее, мол, ха-ха, он говорил, что он наемник, я привяжу его к вот этому событию. Но он может этого не сделать, тогда вы сделаете это, и вы окажетесь самым крутым игроком на свете. Получите звездочку. Собственно, в этот момент мы уже перечислили достаточно много вещей, которые стоит сделать, стоит попробовать хотя бы. И я хочу сказать об одной вещи, которую делать не стоит. И эта вещь связана с Baldur's Gate 3. Я очень сильно люблю эту игру. У меня в ней платина, что, возможно, говорит меньше об игре и больше обо мне, как о человеке. Но давайте опустим этот момент. Если вы играли, то вы, скорее всего, знаете, что я имею в виду. У всех ваших спутников есть кое-что общее. Несмотря на то, что вы все начинаете с первого уровня, каждый из ваших спутников якшается с богами или другими могущественными личностями, и их предыстории, на самом деле, они достойны, в принципе, целой книги. Я имею в виду, да, я переспал с Мистрой, но теперь у меня болит животик, поэтому я не могу ничего делать, ну, а я спас врата Балдура от вторжения Тиамат, и, правда, моя госпожа не очень в духе последнее время, ну, а я отроди вампиром мне несколько сотен лет, но что-то у меня ломка, поэтому дайте мне месяц, я прокачаюсь обратно, и все будет хорошо. В общем, ну что-то не сходится, да? В ДНД вы почти всегда начинаете с первого или с третьего уровня, в зависимости от того, хотите ли вы скипнуть условные туториальные уровни. И даже в случае первого уровня вы являетесь выбивающимся из нормы персонажем. Я напомню, что обычный человек — это коммонер, у него 4 здоровья, 10 во всех статах и ничего больше. Технически он может умереть от одного удара кошки. Ну, например, есть еще стражники, у них класс опасности 1/8, и статы у них соответствующие. Но это все еще самое начало вашего пути. И если верить вашим книгам по ДНД, то в первые 4 уровня ваши поступки должны затрагивать, ну, максимум деревушку или маленький город. Это что-то очень локальное, ограниченное, что-то, на что другим, по сути дела, плевать, поэтому в дело вступаете вы. Некоторые настольные ролевые игры могут завышать или занижать эту планку. Например, в Лансере ваш персонаж, который буквально называется Лансером, это игра, названная в честь игрока, поэтому это что-то говорит о том, какой уровень силы ожидается в этой игре. Вы с самого начала являетесь элит, лучшим в своей стезе. В противоположность есть игры жанра OSR, где, скорее всего, ваш персонаж будет вчерашним фермером или охотником, и, возможно, вы даже попадете в одну из тех игр, где вашему персонажу надо сначала дожить до первого уровня, а потом уже становиться личностью. Но это удовольствие для отдельной группы людей. В любом случае, не стоит приписывать вашим персонажам убийство драконов, спасение королевств и так далее. Естественно, у вас есть традиционные приемы вроде потери памяти, потери сил, ухода в отставку, древних проклятий. Они имеют место быть, но в моем понимании это должно быть скорее редкостью, а не нормой. У меня был один такой персонаж, его звали Леонхард, я использовал его для игры в Рудники Фандалвера, и да, он был когда-то лидером наемнической организации, но он был стар, и его буквально выкинули оттуда, в результате чего он долгое время скитался один, и тут сочетается и уход в отставку, и старый возраст, и поэтому, в моем понимании, это было весьма органично. Но я не собираюсь делать каждого персонажа таким. И заканчивая этот маленький, более негативный сегмент этого видео, мы, в принципе, обсудили много вещей. Но у меня остался один вопрос, который вы, скорее всего, хотите задать. Все перечисленные выше вещи, они существуют для одной цели. Дать вашему персонажу простор, куда расти и развиваться по ходу кампании. Это помогает избежать ситуации, где вся его арка закончена к моменту, когда вы впервые сядете за стол. Или когда, например, вы не знаете, что делать с вашим персонажем. Ну, мол, вот он есть, у него там 5 уровень, у него 2 атаки в ход, у него есть спылы какие-то. Но что с ним делать как с личностью, я, если честно, без понятия. Вот этого мы хотим избежать. Я хочу, чтобы вы этого избежали. И поэтому все, что мы с вами обсудили, все это прописывание, продумывание персонажа его прошлого,
Оно помогает вам в моменте решить, что ваш герой хочет сделать, и, возможно, придаст некоторых идей. Лично в моем случае это делает меня гораздо более заинтересованным в грядущих играх, потому что я сижу и думаю, что же произойдет с моим комком проблем и конфликтов, которые я называю своим персонажем. Помимо этого, хорошо продуманная предыстория дает мастеру весьма большой арсенал крючков, который тот может использовать для кампании в будущем. Говорите, ваш брат ушел в монашеский орден? Или вас обучал великий воин, который почему-то живет в глуши? Ваша мать веровала в богиню-драконицу? Ну что ж, давайте все это сюда, мне все это пригодится, я этим сейчас воспользуюсь. Представьте, что ваш мастер позвал вас на кухню, и каждый из вас приносит с собой ингредиенты, чтобы вместе вы собрались и забабахали самый величайший НРшный суп на свете. И единственное, что вам осталось решить, это то, какие ингредиенты вы возьмете с собой. А у меня на этом все. Спасибо огромное, что досмотрели до конца. Если это видео оказалось полезным, то не забудьте поставить лайк и написать что-то в комментариях. Это поможет большему количеству людей найти мои ролики, и в целом мне просто будет очень приятно. Помимо этого, у меня есть другие видео, они для игроков, для мастеров, так что, может быть, они тоже вам пригодятся. И в любом случае, я желаю вам хороших игр и очень надеюсь, что мы с вами встретимся в, естественно, следующем видео. Отдельное спасибо тем, кто поддерживает меня на Бусти. Эти видео выходят во многом благодаря вашей поддержке, так что если вы хотите присоединиться к этим замечательным людям, то все ссылки находятся в описании. Вы получите ранний доступ к роликам, отдельный чат в Телеграме и Дискорде, а также всякий эксклюзивный контент. Всем фыр, всех люблю и до новых встреч!